Ты чувствуешь, что что-то важное ускользает от тебя, как будто ответ уже рядом, но ты пока еще не видишь его. Но почему? Может быть, ты уже знаешь правду глубоко внутри, но просто не готова признать ее. Судьба пытается достучаться до тебя, отправляя знаки, но замечаешь ли ты их? Сегодня Оракул Тайн откроет завесу и покажет, что тебе нужно знать и на что нужно обратить внимание прямо сейчас. Если ты чувствуешь, что это касается тебя, значит, ты не просто так на этом раскладе Таро. Итак, мы поработаем с потоком. О том, что важно знать прямо сейчас, будет 3 подхода по 30 минут. По 10 минут точнее. Часы я поставлю вот сюда. Первые 10 минут пошли. Поехали. О чем важно знать сейчас? Смотри. Тебе важно знать о свидании. Это волнующее свидание, очень важное для тебя. И тебе нужно подойти к этому свиданию с умом. Тебе нужно предусмотреть много чего, прежде чем ты отправишься на это свидание. И хорошо выспаться, хорошо отдохнуть. Тебя ждет свидание, которое может изменить твою жизнь. Это важный для тебя действительно человек, возможно, богатый, возможно, поменяет твою жизнь. И тебе важно на этом свидании быть, выглядеть не глупым и выглядеть подготовленным, вооруженным, как говорится. Да? То есть, например, если ты плохо видишь, одень очки, да? А если плохо слышишь, то прислушивайся. Свидание потребует от тебя мудрости, неторопливости, тщательного подхода, подготовки, и тебе нельзя на него не опоздать, и нельзя его пропустить. Отношения, окружение, здоровье и болезнь. Может кто-то заболеть из твоих родственников, и будет решаться какой-то вопрос, и этот вопрос будет решаться, он важный, то есть это важный вопрос в здоровье твоих людей, твоих родственников и твоего окружения. Может вдруг ни с того ни с сего испортиться отношения. Болезнь впереди, а дерево — это здоровье, да, как раз на здоровье повлияет болезнь, поэтому смотри, будь осторожен, осторожно, твои отношения могут испортиться. Могут испортиться. Встреча твоя, она должна быть очень результативна. Поэтому самый первый ярус и самое начало расклада переслушай для того, чтобы это произошло. Лугнасад обычно о хорошем каком-то, о чем-то очень хорошем, как минимум о результате. Это очень результативная встреча, может быть даже собеседование или первая встреча. Помни о том, что первое впечатление, оно всегда самое важное. И у тебя будет коридор возможностей, и, возможно, тебе еще предстоит улучшить эту ситуацию. То есть будет встреча, будет результат, но коридор возможностей в связи с этой встречей у тебя будет до лета. Особенно если ты смотришь сейчас, вот у нас сейчас 19 февраля, да, сегодня я записал этот расклад. И вот до лета, до 1 августа у тебя коридор возможностей. Также у тебя до этого времени еще есть время повлиять на те отношения, которые вдруг испортились. Смотри, на твои отношения, на твою романтику, на твои связи очень влияет
случай, и не только случай, но и потеря контроля. Поэтому если не хочешь потерять отношения с дорогим человеком, не теряй контроль и не привязывайся к тому, что может тебе случайно навредить. Есть высокий риск проблем со здоровьем и проблем с детьми. Если ты не отнесешься к своему материнству серьезно и не обратишь внимания на свое материнство и на отношения с детьми, то ты можешь серьезно проиграть или потерять позицию в семье, особенно как мать. Если у тебя вдруг какие-то проблемы физиологические, особенно по-женски, то стоит обратить внимание как можно быстрее. Ну вот как раз вот аборт выпадает. Видишь, паук, семья опять подтверждается. И здесь приворот, это просто, если у тебя действительно есть проблемы по-женски, физиологические, то обрати внимание, выпадает карта аборт, паук и приворот. Это просто усиление негатива на женские физиологические и женские материнские отношения. Обычно это с детьми, да, больше. Также смотри, если вдруг у тебя есть соперница, то причинами каких-либо неудач на почве отношений с детьми и причинами неудач в аспекте фертильности или пубертатности, да, перинатальности, может быть именно влияние негативного характера. Приворот больше, конечно, это как обряд-ритуал, но могут быть серьезные стычки с соперницей, особенно если есть проблемы по-женски. Просто на это надо обращать внимание. Мы не делаем здесь диагностики на наличие негатива, а просто обращаем внимание. Если есть возможность решить вопрос с наследством или урегулировать любые документы, которые касаются наследства или возможного наследства, то это лучше сделать в период со 2 февраля по конец марта. Коридор возможности получить максимум прибыли от наследства и стать правообладателем у тебя со 2 февраля по конец марта. Весной, может быть, получишь наследство. К весне также у тебя может прийти уже стабильность, более стабильная ситуация с деньгами. Но до, как минимум, начала апреля, может быть, мая, придется экономить и не трать пока деньги до конца марта. Тебе нужно сохранять деньги, и могут быть серьезные растраты до конца марта. Но опять-таки до конца марта они, скорее всего, будут, а к концу марта они прекратятся. Держи язык за зубами, ни с кем не делись информацией о своих потерях, о своих приобретениях, не сплетничай ни с кем. Помни о том, что чем больше ты говоришь и чем больше о тебе знают, особенно твои друзья или подруги, тем хуже это влияет как на твои деньги,
так на твое наследство, и на твои отношения, и на здоровье окружающих, и также на твой ближайший круг, в том числе на твоих детей. Может быть, до конца марта, может быть, выяснится какая-то ситуация и ссора, прояснится ссора с какими-то друзьями, подругами, а может быть, откроется тот, кто распускал сплетни про тебя. Осенью могут проясниться отношения отца и сына, закрыться конфликт отца и сына, и может наладиться отношения с бывшим мужем или с мужчиной, с которым тебя связывают дети и какой-то конфликт. Это был первый поток. Настройся на второй поток. Карты у нас сегодня повторяться не будут. Итак, поток номер 2. Мы в потоке. Давай посмотрим. Тут у тебя с мужчиной, с которым у тебя теплые отношения, может возникнуть или сформироваться прямо какие-то драматические отношения. Сюжет драмы в центре — лилия и пчела. Смотри, у тебя может быть, может кто-то предложить руку и сердце тебе, но это будет так неожиданно для тебя, что тебе как бы нужно будет подумать. То есть, если тебе вдруг кто-то внезапно, резко или драматическим образом предложит там руку и сердце, сразу не соглашайся. Скажи, что я в шоке, мне надо 24 часа, чтобы подумать. Смотри, есть свадьба, безумие и отдых. А здесь сюжет драмы, и безумие с сюжетом драмы, они на одной вертикали. Они предупреждают, что сразу соглашаться нельзя. Нужно взять паузу. Темные силы, видишь? Темные силы. Письмо. Смотри, как минимум в ближайшем будущем, даже если есть что-то хорошее, на твои отношения с очень близким человеком или с первым близким человеком тебе будет влиять Самайн. 31 октября это Хэллоуин. Метла и информация. Поэтому не делай каких-либо поспешных решений, передвижений или не предпринимай или не принимай информацию, не дав ей анализа. То есть у тебя центральная ось очень горячая и очень негативная, а обстоятельства у тебя как бы под темной силой, под Самайном. Так вот, в ближайшем будущем, до осени, любые какие-то резкие движения в отношениях, особенно с близким человеком, в любых резких проявлениях давай время подумать и не предпринимай никаких резких движений. Видишь, мысли надо хорошо подумать. Например, захотела разойтись, хорошо подумай, не торопись. То есть, смотри, тебе сразу выпадают мысли вот сюда, да? Сюда выпадает развод, это разрыв, то есть рвать, не торопись рвать. А сюда овечка, не будь жертвой, да, то есть как бы не жертвуй сразу, не будь овцой, не глупи, да, то есть не вставай в позу. Поэтому прежде чем разорвать отношения, подумай хорошенько, чем ты жертвуешь, чем ты рискуешь.
Ну, смотри, у тебя будет хороший результат, если ты в ближайшее время, если ты будешь работать с энергетическими своими узлами, с акупунктурными зонами, с чакровыми зонами. Если будешь вкладывать деньги в свою энергетику, в свои чакры, в свою магию, ты достигнешь результата. Если пойдешь путем откупа до результата через работу с энергиями, но в том числе вольтирование, в том числе магия, обряды, ритуалы и так далее. Ну, это как просто послание идет. Если есть вражина какая-то, то тоже откуп и работа с энергиями тебе помогут, принесут тебе результат, деньги и результат. Если есть остуда, то результат тебе принесет колдун, мужчина. Возможно, если у тебя было все хорошо и стало все плохо, то здесь есть магия какая-то. Но результат твоей остуды или негативной магии может быть преодолен. Работать тебе нужно с колдуном. Услышала? Смотри, договор, но договор у тебя идет с темными силами. Одиночество и гора. Если есть проблемы в отношениях, то все это знай. У тебя идет как будто бы, вот смотри, вертикаль, отношения, мужчина, свадьба, темные силы и пошло-поехало. Мысли ты об этом думаешь, вольтирование, остуда и договор. То есть у тебя первопричина очень темная. Работать с этим можно. Но нужно будет просто преодолевать серьезные препятствия и не бояться. Не бояться трудностей и запастись терпением. Есть противоядие против твоих бед, которого ты еще пока не видишь, но чувствуешь. Оно придет, это противоядие, через метлу, через очищение. Метла у тебя была. Где она у тебя? Вот здесь. Вот она. Видишь, метла? И вот она, метла. Смотри, у тебя здесь глаз, а здесь пелена, а здесь стратегия. Тебе просто нужно разработать правильную стратегию. Например, если у тебя есть какие-то неприятности, и ты, к примеру, выкатываешь это яичком, то яичком здесь не работает. Здесь нужна реально четкая стратегия, как ты будешь действовать для того, чтобы преодолеть какие-то свои проблемы, избавиться от преодолеть, да, то есть у тебя, если ты идешь в горы, то у тебя должно быть соответствующее оборудование, там кошки, спальный мешок, палатка, веревка, карабины, питание, да, примус, спички и так далее, да, и все это должно быть еще и легким. Точно так же и здесь. У тебя должно быть все то, что нужно, и ты должен понимать, что ты делаешь. Не просто так подходишь, да, к какому-то решению, вопросу, как с пеленой на глазах. У темных сил, вот здесь, видишь, вот здесь темные силы, у них есть своя стратегия, вот темные силы, у них своя стратегия есть. Есть ли у тебя своя стратегия? И еще как бы пелена на глазах, она есть. И если темные силы от тебя не отстали, то ты так и будешь плохо видеть ситуацию, да. Кстати, потеря зрения у тебя или, плохо видишь или какое-то, как марево, да, на глазах, именно вот как пелена на глазах, это может быть от влияния темных сил до сих пор присутствующих. Но у тебя есть хранитель. С одной стороны, тебя хранитель тебя не может отпустить и бережет тебя, но мешает тебе что-то начать. Именно вот панические атаки, ревность, удушие. Ревность здесь идет как паническая атака, она тебе не дает дышать нормально. Но ангел-хранитель, он за тебя. Помни, что он есть, он помогает тебе.
Если думаешь о свадьбе, о замужестве, о женитьбе, лучше планируй на лето, на литу, на летнее солнцестояние. Летом, если все будет хорошо до лета, может быть, даже появится кольцо. Русалка об освобождении чувств часто и о женщине. Если ты мужчина смотришь, можешь сделать предложение руки и сердца летом 22 июня, 19-22 июня. Но до этого ты должен очиститься от всего прошлого, убрать все лишнее. Будь осторожен, мужчина, если смотришь меня, женщина тебя может отомстить, если ты ее обманешь или обманываешь. Если ты женщина, то если есть соперница, будь осторожна, из-за мужчины, воина, тебе может мстить другая женщина. Особенно если есть конфликт. И особенно если есть обман. Что-то должно проясниться к лету. Должен быть кармический переход к лету. И мужчина может войти в кармические отношения. Твоя судьба будет меняться, и ты переходишь на новые линии жизни. Ну и последнее. Твои отношения, твоя любовь, твой мужчина, женщина и ты, вы оба нуждаетесь в помощи высших сил, поскольку падший ангел находится к вам в оппозиции, с позиции кармы, с позиции движения и с позиции мести. И темные силы могут просто вредить тебе и давать тебе некие препятствия или создавать некие препятствия, преодолевать которые поможет колдун. Это был второй поток. Поток номер 3. Смотри, будь осторожен и осторожна. Здесь смерть, здесь кукловод, а здесь сюжет комедии. Твои вот эти вот отношения, в которых ты кружишься, да, они тебя могут привести к опасной зависимости. К опасной зависимости, созависимости. Какой-то важный разговор тебя ждет, который все прояснит. И одним разговором не закончится. То есть, если ты начала говорить или начал говорить, то потом придется еще договариваться. То есть, одними переговорами не обойдется. Но чем больше ты будешь говорить и общаться, тем яснее будет ситуация. Особенно с зависимостью, особенно. Или с какой-то опасностью. Поэтому подойди к этому вопросу, который есть у тебя, как можно более внимательно. Изучай то, что говорят, и прислушивайся к тому, что говорят. Есть некая опасность. Разговоры желательно вести тайно. Разговоры могут разбить тебе сердце и повлиять на твои отношения, и даже привести к разводу, расходу, расставанию. Поэтому, если ты дорожишь этими отношениями особенно, не торопись делать выводы и старайся, чтобы твои разговоры никто не слушал, не подслушивал. В твою жизнь идет сильный мужчина. Мужчина, поездка. Судьба меняется из-за появления сильного мужчины. Этот мужчина, он не просто сильный, он еще и меняющий твою судьбу, и он еще и авантюрист.
ворвется в твою жизнь, ты его очень долго ждала. Может стать твоим кровным, ну, кровным сокровищем. Почему-то у меня такое идет. Да, вот он, дорогой мужчина идет. Он ищет себе женщину, но ты можешь стать для него той женщиной, которую он долго ищет. А он ищет себе амазонку. Такую достаточно женщину жесткую, ну, как бы воинствующую, что ли, да, с одной стороны, а с другой стороны мягкую и сладкую. Смотри, то есть в твою жизнь идет долгожданный мужчина-гонщик, авантюрист, капитан корабля. А если ты мужчина, в твою жизнь идет амазонка, которая будет сладкая как мед. То есть она будет сочетать в себе какие-то качества и амазонки, и пчелы. Ну, пчела у нас уже была, но здесь есть мед. У вас зарождаются отношения. Темные силы, видишь, есть тут. Груз и семья. Смотри, этот мужчина, он может быть семейный, и женщина может быть семейная, но это будет грузом для тебя. Поэтому, если есть варианты не семейные, на твою семью могут темные силы влиять. И тут, если женщина-амазонка, она прямо может, ну, как бы отягощать это все. Видишь, сюжет мистики пошел. Сюжет мистики, всадник, ведьма. На мужчину очень может оказывать сильное влияние ведьма. Будь осторожен. Осторожно. Будь осторожен за рулем в поездках. Любовница может сыграть роковую роль и темную роль в отношениях и повлиять на отношения не лучшим способом. Смотри, мужчина все равно идет. Мужчина такой, с которым стоит продолжать отношения. Он тут с одной стороны богатство, а с другой стороны Дон Жуан. Но Дон Жуан это авантюрист, а богатство это дорогой мужчина тебе. Здесь отливка идет. То есть для того, чтобы продолжать отношения с этим мужчиной, тебе нужно отсекать все ненужное тебе. То есть убирать, как есть такое понятие бритва Акама, идти от простого к сложному. И не, ну вот смотри, вот здесь груз выпадал, да, не отягощать отношения. То есть идти по простому сценарию, по самому простому сценарию. Ну, то есть смотри, отливка это делается как бы, отливка на воск когда делается, она как бы закрывает негатив. А тебе надо закрывать сложные сценарии. Поэтому в твою жизнь идет, ну, как бы мужчина, с которым чем ты проще, тем лучше. И чем меньше ты усложняешь ситуацию, тем лучше вам обоим. И тем как бы это будет легче и дешевле в конечном итоге. Ну и выгоднее для вас обоих. Открыть двери или снять блоки и все замки поможет священник, человек, который связан с какими-то духовными практиками, и человек, который близок к энергиям Ра, Солнца, Бога, Создателя и огня. Молитвы могут помогать тебе, исповедь тебе разблокирует много чего, поэтому исповедоваться тебе можно и нужно. Видишь, тебе блоки открываются. Если ты в мезальянсе и хочешь каких-то изменений в мезальянсе, тебе придется подождать, быстро это не будет. Если хочешь каких-то изменений в доме, отсекай все ненужное. Вопрос, который связан с вдовством, вдовой, соперницей вдовой или обидой, тебе пока не открывается, и тебе этот вопрос смотреть не нужно.
Высок риск отношений в треугольнике и прояснение ситуаций, связанных с мужчиной в треугольнике. Тот, с кем ты борешься сейчас, может тайно тебе вредить и тайно мстить тебе и делать обратки. Внезапный секс или какие-то горячие отношения могут стать для тебя подарком хорошим, но это повлияет на твою дальнейшую жизнь, и тебе придется делать выбор. Ты можешь серьезно расшатать то, что стоит прочно на ногах, и разрушить или потерять то, что важно для тебя. Ключ к твоим проблемам, болезням во внутреннем ребенке и в травмах твоего детства. Эти травмы могут открыться совсем скоро и внезапно. В них есть ключ. В них также таится тайна твоих, или кроется тайна, хитрая тайна твоих отношений. Будь осторожна, ты можешь встретить человека, который очень похож на тебя, но он хитер. Какая-то ведьма делает тебе ритуал на семью или будет делать. Это темная ведьма, и работает она с темными энергиями, поэтому и результаты этого ритуала непредсказуемы. К исполнению мечты равновесным путем, законным путем ведет тебя звездочет, поэтому пользуйся звездочетом, пользуйся звездами, астрологией, точнее планетными влияниями, гороскопом. Гадание, видишь, выпало тебе гадание, сирота и порча. Время вышло блока, и последнее, что приходит здесь, твои гадания об одиночестве и о порче есть в этих трех потоках, и скорее всего еще впереди, и возможно ты, если ты гадаешь и ты относишься к гаданию серьезно, да, то твои гадания рано или поздно приведут тебя к ответу о том, почему ты одинок и нету ли порчи на твоих аспектах, которые связаны с партнерством, семейной жизнью и отношением с людьми. Теперь ты знаешь правду и что нужно, на что нужно открыть глаза. Но готова ли ты принять эту правду? Судьба здесь дала тебе знак, и если внутри тебя что-то откликнулось, если ты почувствовала, что это про тебя, не игнорируй этот знак. Напиши в комментариях, что ты почувствовала после этого расклада. Это действительно важно. На связи, увидимся. Пока-пока.